Ну что, друзья, мы в столице Поморья. Именно здесь началась история российского флота, освоение Арктики. Здесь строят кочи, едят козули. В общем, мы в Архангельске, не в Астрахани. Астрахань – это юг, там растут арбузы. Там очень жарко. Здесь, в Архангельске, арбузы не растут, это север. Хотя здесь сейчас плюс 28. А мы точно правильно приехали. Город-порт Архангельск имеет богатейшую историю, чего только не было здесь за 438 лет. Он был основан еще по приказу Ивана Грозного как слобода Михаила Архангельского монастыря, от которого потом осталось одно сокращенное слово – Архангельск. Поселение быстро выросло и стало главным центром всей русской внешней торговли. Такой международный бизнес позволял Архангельску приносить до 60% доходов государственной казны. Вдумайтесь, до 60%. А этот кусочек Архангельска точно держал в руках каждый. Он изображен на 500-рублевой купюре. Это памятник Петру Первому. Его установили здесь в 1911 году. Вообще, это, наверное, моя самая любимая купюра. Набережная Северной Двины, где и установлен памятник, место с потрясающими закатами. Именно сюда 329 лет назад, в июле 1693-го, прибыл Петр I. Через эти протоки впервые в жизни он вышел в открытое море, в Белое. Увиденное настолько поразило императора, что он принял решение строить флот и развивать морское судоходство. И спустя несколько лет верфь на острове Соломбала, здесь, недалеко от города, стала крупнейшим в Российской империи центром судостроения. Температура под 30. Купаться запрещено, но люди приходят сюда хотя бы позагорать. Здесь же в 1915 году началось становление Северного морского пути. Именно в Архангельске было основано ледокольное бюро, в состав которого вошли 13 судов. Они и положили начало ледокольному флоту России. Мы хоть и в Арктике, здесь можно спокойно сидеть на веранде с видом на Северную Двину. Есть уху из 3 видов рыб. Главное, чтобы в этот момент тебя не ели комары. Картошечку не досолили. Традиции северного мореходства живы и сегодня. Сейчас мы отправляемся на верфь, где до сих пор хранят секреты древнего искусства поморов. Карбос – это вообще обобщенное название лодки на севере. То есть это лодка. Я правильно понимаю, что карбос – это была такая рабочая лошадка, с которой рыбачили, ходили. То есть она должна была быть легкой, удобной. Вариантов этих лодок было очень много. Были вот такие лодки, они были промысловые, не для моря открытого, а для каких-то прибрежных вод или, наверное, для каких-то озер. Вот были очень мореходные, морские, большие карбосы. Были карбосы для перевозки грузов, такие как баржи, самоходные, несамоходные, весельные, парусные. Сейчас вот много моторных карбосов есть. История карбоса насчитывает как минимум более 500 лет. Первые упоминания в славянских записках есть уже 500 лет назад. То есть это та архаичная, можно сказать, форма судна, которая была создана давным-давно, и она в силу своих каких-то особенностей дошла до современных времен. Их до сих пор еще строят. Есть еще мастера-судостроители, которые строят карбосы. А какие были еще суда, если так сильно не углубляться? Но были лодьи, были шняки, были кочи, конечно, которые создали для плавания во льдах в Арктике. Опыт Поморья, он в этом смысле в России самый уникальный, самый старый и такой естественный для севера, то, что мы любим. Лепота. Такие дома не принято считать достопримечательностями, но я такое очень люблю. Такой чистенький, номенклатурный, советский конструктивизм. И памятник Ленину, как и в любом городе.
Но Архангельск интересен не только советской архитектурой. В городе сохранилось огромное количество исторических памятников. Это и гостиный двор, построенный для иностранных купцов, и многочисленные церкви, особняки, деревянные купеческие дома. История столицы Поморья – тема для отдельного фильма. Город Архангельск был основан в 1584 году. Долгое время, до выхода к Балтике, это было единственное окно в Европу. А в 2022 году Архангельску исполняется 438 лет. Только что мы побывали, пожалуй, в самом секретном месте Архангельска. Там нельзя снимать ни фото, ни видео. Это музей козули. Что такое козуля? Это традиционный поморский пряник. Очень ароматный и выполнен в форме каких-то местных животных достопримечательностей. Например, вот олень, медведь. Их можно съесть. Снимать запретили якобы, потому что все рецепты козули держатся в секрете. Хотя прямо при входе есть стенд, где все это можно легко загуглить. В Архангельске до сих пор хранятся уникальные традиции поморской культуры. Их буквально можно потрогать руками. Для этого нужно проехать 25 километров от Архангельска. Мы едем в Малые Карелы. Это один из крупнейших музеев под открытым небом. Сейчас на территории почти 140 гектаров, 120 разных строений. Есть 17 века, 18, 20. Здесь в окружении старинных построек чувствуется неповторимый колорит и красота русского севера. Никого не оставит равнодушным мастерство плотников, которые возводили дома и церкви с помощью одного топора. Каждый дом, каждая баня и мельница здесь интересна и уникальна по-своему. Вообще, вот эта ветряная мельница 18 века, то есть, по сути, вот эти деревья спилили где-то 300 лет назад. Установили и сделали из этого такое сооружение. Купеческие, крестьянские избы, амбары, мельницы, колокольни, церкви – все это собирали по всей Архангельской области. Потом привозили сюда и здесь бережно по бревнышку собирали снова, чтобы в одном месте получилась такая красота. Баня, да это же баня. Наверное, здесь был тоже мужской, женский день. Ляпота. Архангельск оставляет теплые впечатления. Он хоть и северный, но очень морской город. Летом здесь много солнца. Оно не заходит за горизонт почти круглые сутки. Постоянно слышны крики чаек, шум воды, а набережная всегда заполнена людьми. Кто сказал, что север не может быть жарким?